Всем здравствуйте! Кто не знает, завтра, 18 июля, у нас начинается турнир битвы с рейд-боссами. Как он проходит и что вообще в нем происходит? Итак, у нас есть тема в Дискорде, и здесь у нас указана временная таблица. Каждый рейд-босс — это у нас один из блогеров, вот из этих 8. У него есть свое двухчасовое окно. Здесь у нас на таблице указано время, видим, что по часовому поясу плюс 0. То есть, чтобы получить время по, допустим, московскому времени, нужно добавить здесь 3 часа. Ну и так далее, если у вас какой-то другой еще часовой пояс. То есть, допустим, на примере моем, у меня здесь написано с 13:00 до 15:00. Это у нас будет с 16 до 18. 2 часа. И в это окно временное двухчасовое вы можете сразиться с каждым из боссов. Почему нас называют боссами? Потому что мы выбрали определенные условия для битвы. И причем эти условия будут меняться каждый день. Сами битвы будут проходить по выходным. В течение, по-моему, 4 недель. Как попасть на битву, как узнать условия, это все у нас прописано, опять же, в Дискорде. Есть вот эта вот тема, Mod Updates. И здесь у нас есть отдельная ветка для каждого босса. Причем на каждый день. Видим, да, что это день 1, 18 июля, а здесь у нас день 2, 19. Для чего эти ветки? Здесь мы будем выкладывать коды комнат. То есть вот он день 1, здесь моя брошюрка, здесь, кстати, указано условия, ссылка на мой канал, и здесь я буду выкладывать код комнаты. Что за условие у меня будет завтра, в субботу? Условие здесь такое, что вы не можете использовать легендарных героев вообще. Ну, здесь написано легендарных и, редких легендарных, то есть вообще никаких. И здесь у нас указано SS, это ранг моего, это называется дебафа. То есть это вот условие называется дебаф. Это самое сложное условие, мы выбирали их из списка. Я выбрал вот такое, то есть никаких легендарных героев, при этом я буду использовать весь пул героев. Ой, будет много боли, мне кажется, и страданий, а может быть у меня вообще комната будет пустая, никто ко мне приходить не будет, потому что, условия жесткие на самом деле. Итак, я начинаю стрим в свое окно временное, так же, как и другой блогер, другой босс будет в свое окно начинать стрим. И выкладывать, соответственно, код комнаты у себя в теме. Я буду выкладывать его здесь, ссылки вот на это все я оставлю в описании. Также я буду, конечно же, дублировать их здесь в телеграм-группе, вот в этом топике, вот в этой теме, турнир шахматы рейд босс. Также здесь можно будет задать какой-то вопрос, если вам что-то непонятно. Итак, после того, как вы получили код комнаты, вы пытаетесь зайти. То есть, когда будет свободное место, вы сможете попробовать туда запрыгнуть, скажем так, чтобы бросить мне вызов. Матчи будут проходить так, что каждый следит за выполнением вот этого условия сам. То есть программно никак вы, естественно, не ограничены, потому что вы заходите со своего аккаунта. Если вы это условие не будете соблюдать, естественно, вам будет засчитан проигрыш. Пытаться победить можно много раз. То есть сколько угодно, сколько у вас получится. Почему? Потому что за каждую победу и за каждое занятое место вы будете получать очки. И вот в этой ветке информация по турниру вы сможете найти здесь вот эти брошюрки. Они, правда, на английском, давайте я вам попробую их зачитать. Не дословно, но вот чтобы было понятно. Итак, здесь у нас указано, что за первое место вы получаете 5 очков. За второе 4, за третье 2 и, соответственно, за четвертое 0. При этом, в зависимости от дебафа, то есть условия, матча и его сложности, у вас будет модификатор. То есть, если вы меня победите на сложном режиме, то у вас будет вот модификаторы вот такие. То есть в режиме А, сложность А, это у нас умноженное на 3, в режиме Б это умноженное на 1, и соответственно в режиме С, самое сложное, это умноженное на 5. В зависимости от дебафа, то есть условия боя, у нас здесь вот эти вот 3 сложности, есть С, А и Б, нам нужно разное количество побед для того, чтобы вам засчитали очки, то есть чтобы вам засчитали победу. И для условия А, это у нас получается 2 победы подряд. Для условия Б нужно 3 победы подряд. И для самого сложного условия, вот этого S, у нас здесь достаточно 1 победы. Для чего начисляются эти очки? Во-первых, за заработанные очки, вот за 5 очков у нас награда предусмотрена 70 окаменелостей, за 20 очков 210 и за 40 очков здесь у нас 350. Но это не главное. Главное, это что вот этот вот этап следующий. То есть это у нас будет предварительный такой турнир. И финальный будет такой, что топ-3 игроков, которые наберут наибольшее количество очков, плюс ко всему самый успешный босс, который проиграет меньше всего раз. Эти 4 игрока, они смогут поучаствовать в финале. И в финале уже совсем другие призы. То есть за первое место у нас мало того, что $300, еще и ограниченной серии фигурка Тиамат, дизайн которой мы не так давно выбирали голосованием в Телеграме. И в Дискорде, по-моему, тоже. Причем фигурка предусмотрена и за топ-1, и за топ-2. Но за топ-2 уже видим, что $200. За топ-3 у нас $100 и за топ-4 $50.
Играть мы будем в режиме дуэли, то есть я буду создавать вот здесь вот комнату, и режим будет всех героев. Я здесь создаю комнату и, соответственно, делюсь тем самым кодом. Ну и когда комната набирается, мы запускаем матч. И так далее, 2 часа. Также обратите внимание, что у каждого босса каждый день, вот за это временное окно за 2 часа, есть призовой фонд. $60 на каждого босса. И как этот призовой фонд разыгрывается? Здесь у нас написано, что этот призовой фонд делится равномерно между каждым участником, кто сможет, выполнив условия, победить босса. Если ни один из игроков не сможет победить босса, соответственно, весь призовой фонд заберет босс. Так что не дайте боссам забрать ваши денежки, попробуйте их наказать, раздербанить. Не знаю, как вам, мне очень понравилось, как вот этот турнир они организовали. Не в плане качества организации, а в плане сути. То есть прикольная идея, классные призы вообще, тут и денежные, и фигурка Тиамат, ну это же здорово. И причем участвовать может каждый желающий, плюс причем вот эти вот призовые фонды на каждый матч ежедневный, которые причем длятся там в течение 4 недель каждые выходные. И в каждый этот выходной еще и по 8 боссов доступно, еще и условия меняются. Но не знаю, это прям прикольно, я такого в играх вообще еще не видел. Я очень редко хвалю разработчиков, здесь я готов их похвалить. Да, есть тут косяки по информированию, по организации, но все равно сделали, конечно, классно. Ну и если у вас будет настроение, будет время, заходите, поборемся. Мне кажется, будет весело. За каждым матчем вы, конечно же, сможете следить на стримах, которые каждый босс, каждый блогер будет вести у себя на канале. Ну и, соответственно, здесь вот эта вот тема про расписание матчей и условия боя, то есть дебафы, она здесь также в Дискорде имеется. И здесь на каждого босса и на каждый день отдельная своя ветка, как я уже сказал. Тут большое количество, получается, противников доступных будет, в течение всего дня, и возможностей проявить себя как великого шахматиста. Ну, скорее всего, просто очень удачливого игрока, потому что, как мы знаем в шахматах, у нас здесь от удачи зависит, практически все зависит здесь от удачи. Поэтому готовьте свои колоды заранее, то есть пробуйте разные варианты и с разными противниками. И еще раз обратите внимание, что противников много, у каждого условия свои, то есть если у кого-то слишком сильные условия сложные, вы можете попробовать другое. Итак, битва богоборцев началась, и 8 великих боссов восстают против вас. Если вам хватит дерзости, смелости, то можете попробовать бросить им вызов. А на этом все. Спасибо за просмотр и, конечно же, удачи всем и особенно удачи в бою.